Давай снимем видео, как я зеваю 15 минут. И на ночь поставим, как вместо снотворного. У меня такое ощущение, что я забыл, как вообще себя вести перед людьми, что нужно рассказывать. У меня абсолютно выветрились все слова из головы. Так бывает. Я прошу прощения, что я разрезаю воздух у вас между вами. Я не знаю, будет ли это считаться комплиментом или нет, но у вас глаза цвета этого забора. Найди здесь в центре города, где нету трамвайных путей, найди трамвай. Вот возьми и найди. Что, слабо? Ты же фотограф. Давай. Если вы хоть раз в жизни занимались домашним виноделием, я прошу прощения, услышали слово пивко и пришли на него. Не будь гордым. Ты слышишь меня? You and me, we made a vow. For better or for Любая worse. фотография всегда хотела быть шедевром. I can't believe you let me down, but I put in the way it hurts. For months and I had my doubts. Мы находим человека на улице, спрашиваем у него, знает ли он стих, и I wish this would be over now, but I know вы выбираете фразу, на которую вы будете снимать сюжет. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Как можно наполнить свое творчество каким-то разнообразием, чтобы вы не рассказывали о том, что у вас творческий застой. В такие периоды хочется на самом деле все бросить и, я не знаю, начать жизнь с нуля, бросить вообще профессию и переключиться абсолютно в какой-то противоположный профиль. Скажу вам, как человек, который пережил неоднократно уже подобные вещи, который пережил уже неоднократно подобные срывы, творческие муки, терзания, мучения. Подобными вот такими челленджами, подобными вызовами самому себе я вношу разнообразие в свою творческую составляющую и привношу всегда что-то новое. Но вы должны понимать, что благодаря этому подходу вы можете создать целый проект, создать целую череду фотографий, передавая их от одного к другому, к третьему. Проекты, когда вы их создаете, они всегда лучше воспринимаются зрителем, нежели просто одна одиночная фотография. Поэтому я вас призываю, если у вас есть время, сочиняйте подобные рифмы, передавайте от одного сюжета к другому, создавайте что-то масштабное, создавайте что-то стоящее. И пусть это будет не одна фотография, пусть это будет столько фотографий, сколько вы посчитаете нужным. Давно не виделись. Чем занимаетесь? Фотографируем. А вы? Да вот, А я тут работаю сейчас. Скажите, вы не забыли стихотворение? Яке? Любое. Ну, что-то такое про маму все равно. У меня старенькая мама. Давайте попробуем. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, колихала мене і очі свої виплакала. Фраза единственная, ключевая, которая прозвучала в этой песне, все, которую мы знаем, это «Рідна мати». За мной сидит парочка, взрослый мужчина и женщина. Я думаю, что попробовать можно подойти. А как вас зовут? Ангелина. Ангелина, вы могли бы... Я, кстати, не знаю, как вас зовут. Дядя Миша. Дядя Миша. Вы не могли бы дядю Мишу взять за руку? Вот все-таки 60 лет, это же... Да, ну хоть... Да. Ну, чтобы, знаете, чтобы люди поверили, что вы действительно 60 лет вместе. Это ж... Мы скоро вместе 60. Какая радость, что мы рядом. Люблю тебя, как 25. Другого счастья мне не надо. Друзья, я рад безмерно, что есть вы у меня. А я без вас, наверное, не прожил бы и дня. Любовью неизменной люблю друзей своих. За золото вселенной не променяю их. Вот, пожалуйста, вы можете составлять, что люди есть, которые ценят дружбу больше всех благ. Да. Друзья,
Напоминаю, сегодня мы снимаем рифмы, сегодня мы снимаем, ну, точнее, не сколько стихотворения, сколько задачи, которые нам сегодня ставят, нам ставят сегодня люди. Но просто так сказать какое-то слово «сними дерево», либо «сними», я не знаю, там, дом, либо человека, это неинтересно. Поэтому мы это все делаем через призму стихотворений. Мы находим человека на улице, спрашиваем у него, знает ли он стих, и в зависимости от того, какое четверостишье он прочитает, мы выбираем фразу, либо человек выбирает фразу и делаем на него сюжет. Второй сюжет – это дружба. Вы же знаете друг друга? Да. Мы можем дружбу изобразить, точнее ее не надо изображать, это просто элементарно сделать, присесть где-то здесь. Кто-то из вас потом сможет сделать пас, сделать, ну, передать эстафету и прочитать четверостишье. Любое. Что у нас там по стихам есть? Вот так вот делают дружбаны. Жень. Вот это помнишь? Пушинку про Пушинку. Ну, за которой за 15 минут учится. Я просто... Не-не-не, Толя. Легкая постанова, но не с нашей стороны. Ребята просто со стихами не очень, но самое главное, что они не сдаются. Сейчас. Давай, в стиле рэпчик, нормально. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. Идем мы ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Смотри, ну вот мы берем из этого четверостишья ключевую фразу и снимаем на нее сюжет. Давай только если кот, то чтобы он не ученый был. Окей. Золотую цепь. Или давай золотую цепь. Бля, ну это будет сложнее, золотая цепь. Все, благодарочка за дружбу. Мы зайдем, посмотрим. То ли люди перестали цепи носить, то ли мода на золото прошла, все в серебре ходят и в каких-то тоненьких цепочках. Нам надо именно золотая цепь. Ну, не совсем на дубе, а у вас нету золотой цепочки. Как, кстати, правильно, цепочка или цепочка? Не знаю. Наверное, поэтому и нет. Надо попросить подписчиков, чтобы в комментариях написали с ударением. Цепочка Напишите, или пожалуйста, цепочка? как правильно, как вы считаете? Цепочка или цепочка? Цепочка, мне кажется. А вы учитесь снимать? Мы уже отучились. Здравствуйте. Ого, это ужасно. Я буду жить? А это вы типа, чтобы мы вам не задавали вопросы? Я понял. Я напоминаю, что нам нарезали задач, и мы должны снять золотую цепь. Ну, точнее, не снять, а снять. Но я думаю, вы понимаете, о чем. Да. Человек с 2 золотыми цепями. Ничего не нужно. Нужно нам позволить это сделать. Или, может, это вообще не золото, зря снимаем? Человеку мало надо, чтоб искал и находил, чтоб имелось для начала, и уходил, и враг отбил. Человеку мало надо, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Нам нарезали задачу сфотографировать тропинку, беззаботную жизнь. И как бы, ну, вторую часть можно снять нормально, но вот с тропинкой в центре города, наверное, так себе. Интересная штука получается, если снимать подобные серии, которые никогда не знаешь, куда заведут, где закончатся, какое стихотворение прочитают, какую фразу выберут из этого стихотворения. Это постоянная какая-то неизвестность. Это постоянная борьба какая-то с этой неизвестностью, и это реально прокачивает. Мне нравится, потому что я не знаю, в какой район я пойду, какие я буду сейчас искать дебри, какие я буду тропинки искать, какую я буду искать дружбу, о какой метафоре пойдет речь. Ми шукаємо людину, якій для щастя багато не треба, не потрібно. Зараз я почуваюся щасливим, тому що хлопці грають класну музику, літають пташки, прекрасний вечір в рідному Києві. Ці моментні такі відчуття, яке... Я маю зараз відчуття щастя. Лети мій трамваю крізь темряву ночі, повз світло рухливих машинних вогнів, крамничні вітрини, карден, мінарічі, повз темні громади заснулих домів. Найди здесь, в центре города, где нету трамвайных путей, найди трамвай. Вот возьми, найди. Что, слабо? Ты же фотограф. Давай. Пробуйте, практикуйтесь. Это очень простое, очень доступное, очень бесплатное упражнение, которое прокачивает вас не только как творческого человека, как фотографа, как видеографа, но и как хорошего переговорщика. Где конец и где начало, я не знаю. Укачала, сани легкие скользят, и лечу без цели.
как в гробу и в колыбели, сплю и ласковые ели, сон мой чуткий сторожа. Я молюсь или играю, я живу или умираю. Я не знаю, только тихо стынет кровь. А можно вопрос? Да. А что заставляет вас выходить на улицу и... Да не надо. Чего? Много же не заработаешь на этих цветах. Ну что, рыбочка, я сама с Винницы. Откуда? С Винницы А что вы тут делаете? торгую. А где вы, это с Винницы привезли цветы? Поле рвем. И здесь продаете? Вы же, наверное, тут кому-то наверх отдаете, не все же себе. Ну, была ли безмятежность, не знаю, безысходность. Опять дождь, опять вся эта история, опять мы снимаем в какую-то непонятную погоду. У вас тут як вдома. Я знала, що ви прийдете. І ви сьогодні були підготовлені для Ви нас. ж мене не знімаєте, бо я стара людина вже. Я В не смислі? люблю А цього. ми молоді? А ви молоді? Ну ладно. А ви хазяїн трамвая? Ні, Ну ви ж тільки щось за руля вийшли. я вже вийшла, я не хазяїн. Нам треба, щоб людина вірш прочитала. Який? Будь-який. Я не вспію, сонечко. Тут до стойчика, в туалетик збігати і поїхати. Отлично, ми з вами значить, приїдемо Да? сьогодні. Да, ми вас тут почекаємо. Вчера не успели отснять сюжет про трамвай, потому что вчера уже был час пик, вечерело, и перемещаться здесь среди людей по трамвайчику было достаточно сложно. Мы нашли конечную остановочку, прекраснейший трамвай с невероятно красивыми гординами, блондинами, чуть не сказал, да, и не менее харизматичным водителем. Это женщина с красивой прической. Я так думаю, что у нее сегодня праздник. Она сейчас нам расскажет, в чем суть. Мы сделаем небольшой сюжетик, и я думаю, что она сможет нам рассказать какой-нибудь стих и передать эстафету тем самым куда-нибудь на улицу. Пойдем. Про любовь? О, про любовь будет просто прекрасно. Здесь нет красы, она не всем дается. Здесь есть душа, и в ней простое сердце бьется. Я понял, в чем суть. Нам надо про некрасивых девочек снять. Так вы тут себе в удовольствие просто катаетесь. Я просто уже 43 роки катаюся і балдею. От дівчатка заходять, хлопчик. Ну у вас тут как дома, честное Ну, слово. що, я люблю уют. Даже в трамвае может быть уютно. Я люблю хороше, я люблю жити, я люблю, щоб всі люди, от такий адреналін, щоб був у людей. Понимаєш? У мене такий А как вы адреналин получаете? от хороших улыбок, от хороших людей. От я от этого, якщо людина настріє, якщо людина весела, якщо вона, значить вона живе, вона значить, що думає, що ти хочеш робити, що до неї виходить. Якби більше було таких людей, побільше у нас би не було такі свіжі Мы испытываем новые дождевики, вставай и снимай. Ветровочка плотненькая, толстенькая. Это гораздо лучше, чем пакет, который сейчас пройдет вдоль меня. Чуть дороже, да, но тем не менее более практичный цвет, с карманчиками, как я уже говорил, с капюшончиком. Все как положено. Выбирайте правильные дождевики. Короче, я решил рассказать вам всю правду. Я хочу сказать, что я вот буквально неделю посидел за компом в офисе, и я изрядно подзалип. У меня такое ощущение, что я забыл, как вообще себя вести перед людьми, что нужно рассказывать. У меня абсолютно выветрились все слова из головы. Так бывает. Это, кстати, я хочу сказать о том, что даже недельное залипалово дома, оно уже плохо сказывается на твоих навыках творческих.
Вот прекрасно идет милая девушка, которая точно знает стихотворение. Четверостишье, хорошо. Боже, дай Боже. 2 строчки. Песню. А какую? Ой, у вишневому саду. Давай. Петь? Ну, лучше можно не петь, можно... Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. А дальше я не помню слов. Но зато как О, артистично. Боже, это актриса, извините. Все Что, серьезно? Все ж выбивается из головы. Да вы тексты должны запоминать, просто я... А вот пластический театр и все. Пластический театр? И никаких текстов. А как же... Ну, это же плохо. Это неплохо. Это хорошо? Это чувствительность. О чем можно снять сюжет? Коротко, чтобы было минимум актеров там. Лучше бы другой Соловей стих. и поющая девушка. И все сразу поймут. А Песня. может быть просто девушка? А может быть просто девушка. Мы ее отсняли. Ниоткуда с любовью, 15 мартабря. Дорогой, уважаемый, милая, неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже. Не ваш, но и ничей, верный друг вас приветствует с одного из 5 континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Какая у вас Да. татуировочка? А кто там? Что там за зверь какой-то? Ох, ничего себе. Зверь сзади. Я понял. Да, стихотворение, слабенькое стихотворение. А чем, ну вот так вот, если по-честному, вы занимаетесь? Да. Животные. Животные? Какие? Хорьки? Лошадь? Знаете какой-нибудь интересный стих? Четверостишье. Я знаю. Да? Да. Прекрасно. С матами? Без Пушкина. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верно настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. То есть по факту нужно сфотографировать какого-то унылого человека? Да. Как он должен выглядеть? Ну знаете, С бывает... такими вот эмоциями? Ну да, типа человек нормальный, а выглядит как, не знаю, Вы как такого- будто пил всю ночь алкоголь. Могу сказать просто для артикуляционной гимнастики. Давай. Как это? Скороговорка? Скороговорка, да. Прекрасно. Мы сможем с этой скороговорки что-то вытянуть, какой-то сюжет? Не знаю. Повар Петр, повар Павел, Петр пек, а Павел парил. Это чисто профессиональная такая... Да, это я разминаю себя. Короче. Для чего? Актерское мастерство. Ты на актера? Ну, хотелось бы. Ну, мне кажется, что у тебя получится. Спасибо. А какая роль бы тебе подошла? Главное. Молодец. Кто главный герой твой? Мой? Не знаю, серфер, Майами, машинки, девчонки. Нормально, нормально, продолжай Да, ряд. Травка, не знаю, там. Травка какая? Какая? Ну, какая? Классическая. Какая молодежь может быть? Травка. У вас не будет самое дешевое пиво? Мы же на работе, куда же мы можем пиво? Правильно, вам нельзя, это я алкоголик. Крюер говорил, бизнесмена, датский художник, я могу написать за час, но на рыбака у меня уйдет целый день. А алкоголь помогает в творчестве или нет, как ты считаешь? Алкоголь это зло, но оно помогает, иллюзия успокоения. То есть ты сейчас спокоен? То есть я спокоен, потому что я выпиваю, и тогда я добрее. А когда ты трезвый, ты злой? Когда я трезвый, много мыслей в голову лезет. Я сумасшедший одноногий, полусумасшедший одноногий художник. А где ты живешь? Как говорил Резкин, сегодня в парке. А завтра? А завтра, дай бог, вернусь в жизнь нормальную. Хорошо, давай свое произведение. Нет пива, нет стиха? Нет пива, нет стиха, самого дешевого, самого слабенького. Хорошо, удачи, легкого пива и вдохновения. Так, нормально? На троечку. Не будь гордым. Ты слышишь меня? Как мне надоел дым
своих сигарет. День изо дня приторный вкус. Он мне приелся, он бесит меня, мое терпение кончилось. А дело ведь, милый, совсем не в дыму, а в пепле, которым мы стали. Мы привыкли, прижились, мы дико устали. Бензин в зажигалке закончился. Я прошу прощения, что я разрезаю воздух у вас между вами. Вы 100% мы ищем людей, которые знают какое-то интересное стихотворение, буквально там четверостишие или что-то в таком духе. И потом на какую-то ключевую фразу из этого четверостишья мы для себя снимаем сюжет. У меня есть одно не четверостишье, но один единственный стих из 1 класса, который я помню на украинском языке. Ішов сніжок на торжок, продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, загорнувся по самі вуха. Як забіг у нім до хати, хутко стало розставати. Сів веркотик за мішком та й умився кожушком. Речь там шла, по-моему, о кожушок, зима. Это будет, наверное, сейчас реализовать достаточно сложновато, но тем не менее идея хорошая. Только что провел путешествие длиной 3 месяца на 3 острова Канарского архипелага. Я жил там в пещерах, я жил там в заброшенных отелях, но это было настоящее приключение. А что вас сподвигло на то, чтобы поехать туда и жить 3 месяца в пещерах? Зима. Я жил... Вы перезимовать, типа? Ну, я уже 3-й год так делаю. Я отправляюсь прочь из города и, точнее говоря, из своего дома, который весьма плохой. Я живу в хижине под Киевом. Такая хата-мазанка. И там довольно холодно зимой, надо топить печку дровами, это печаль. Намного проще сбежать на Канары и бродить там вольным человеком, наслаждаясь природой, наслаждаясь возможностями, общением с людьми на испанском языке, который я очень люблю и знаю хорошо. На острове Гомера, где я был, например, там мой приятель, которого я взял с собой в этот раз, он нашел себе невесту из Германии, которая 3 месяца жила в пещере. Он ее там и нашел в пещере? Она сама пришла к нам, попросить что-то поесть. Так вот так вот и происходит, завязывается у вас разговор, рождаются семьи. А вы нашлись не в пещере? Нет, мы только что познакомились. Только что познакомились? Да. Короче, вы вышли из пещеры и теперь занимаетесь охотой здесь, в Киеве. Как поддерживать свое благосостояние, если вы, по факту 3 месяца вы же не работаете? Ну так, там, знаете, здесь работа, не работа. Если ты будешь там покупать на Канарах что-то, то все это закончится за 2 дня. Живешь ты в доме каком-то заброшенном, либо в пещере, либо в палатке. А еду находишь либо в природе, либо возле супермаркета вечером, когда они выбрасывают просроченные продукты. По вам не скажешь, что вы исхудалый человек? Ну, а там просто я даже старался меньше есть, потому что там столько еды выбрасывается, что главное не есть ничего вредного. Знаете, есть такая советская фраза буржуев на нары, рабочих на Канары. Так вот, на Канарах хорошо, езжайте. Я понимаю, что вы скатываетесь сверху вниз, но тем не менее. Знаете ли вы какое-нибудь стихотворение? Да. Четверостишь? Да. Я не знаю, будет ли это считаться комплиментом или нет, но у вас глаза цвета этого забора. Прям такой насыщенный. Похоже, чуть-чуть есть. А ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, іди, збуди, цілуй їй очі. Кохана спить. Как вы думаете, о чем надо снять? Спящего человека или про поцелуй, или про что? Я уявляю картину, напевно, вечір, ніч, я б сказала, ближче до опівночі. Якийсь сад або парк, не знаю, в наших реаліях. Это уже интересно. В наших стихотворениях было очень много стихов про любовь. Я не знаю, почему так происходит, почему все стихи о любви, но почему-то они преобладают в тех стихотворениях, которые читали наши герои этой серии. Вот, поэтому мы решили закрыть несколько стихотворений одним выстрелом. Мы нашли влюбленную парочку на лавочке и вроде бы как и договорились. Я прошу прощения, что я внедряюсь в ваше общество. Мы ищем любовь на улицах. У вас очень похоже на это. Да. Мы просто друзья, но можете... Scary
Хорошо. О чем будет стих? Да, мы договорились заранее, чтобы не про любовь, чтобы для разнообразия как-то, потому что у нас все стихотворения про любовь. Ночь тропиков чертог из неба строит над звездной гладью океанских вод. За кораблем серебряной уздою протянут в море душный небосвод. Роса натягивает снасти туго, коробит солнце дерево бортов. А мы скользим все дальше к югу, знакомый старый путь, он вечно нов. Капитан корабля этот стих читает ночью на палубе, и этот капитан очень жестокий человек, а в этот момент он немного по-другому свою личность раскрывает, но он все еще очень жестокий человек, тем не менее, конечно. Все очень просто, друзья. Рифма посвящена морским котикам. Нам всего лишь нужно сейчас в городе за 2 часа найти морских котиков и сфотографировать их. В общем, положение дел таково, что на эти стихотворения, я честно скажу, мы в теории мы понимали, о чем идет речь, мы понимали, как это нужно делать и рифмовать, но практика вещь такая достаточно упертая и прагматичная. И то, что сейчас происходит на улице, достаточно тяжело натянуть на реальность. Мы, честно скажу, 3-й день уже ходим по городу, блуждаем, пытаемся связать стихотворение с тем неким смыслом, о котором идется там, либо в строчках, либо в целом стихотворении. И зачастую это презентация каких-то картинок метафорическим образом. Ну, то есть не вот прям тупо и банально. Ну, было там пару кадров, да, у нас там с трамвайчиком, с таким, где реально были фразы, которые было легко передать. Но в данном случае про моряков, про котикобойное судно, про проблемы на палубе, про борьбу какую-то. Ну, это круто, да, но вот в рамках Киева, парка, обычного рабочего буднего дня, ну, сложно передать. Поэтому, возможно, я найду какого-нибудь обычного котика и подам его под соусом морского котика, заброшенного в воду. Я прошу прощения, услышали слово «пивко» и пришли на него. Вот это поворот! Вот это поворот, я согласен. Мы сзади, с тыла зашли. У меня создалось ощущение, что кто-то из вас точно знает какое-то стихотворение, но не на тему любви. Полина зачтет нам стих Маяковского «Бляди». Или он не так называется? Мне очень, я уже прям предвкушаю сюжет, который мы будем снимать на эту тему. Не те бляди, что хлеба ради, спереди и сзади дают и хипти, Бог их прости. А те бляди сущие, жить не дающие, деньги сосущие, вот бляди сущие, мать их идти. Как вы думаете, какой сюжет нужно снять на это четверостишее, этот стих? Ну вот в современном обществе популярны как раз-таки бляди второго типа, скажем так. А первого это как театр кто? Ну первые это проститутки, собственно говоря. А есть вот бляди, которые дают просто за то, что ради красивой жизни. Я прошу прощения за, возможно, некорректный вопрос. Откуда познание в этом направлении? Теория. Теория. Теоретизирую. Сдавала диплом на эту тему? Нет, просто учусь на философском, нам положено. Мы начали рифмование с прочтения стихов и хотели бы еще рассказать о том, что еще, как еще можно рифмовать фотографии. Самое сложное – это рифмовать от кадра к кадру. Когда в одном кадре вы сделали определенную композицию, и в этой композиции включены определенные элементы, человек в определенном цвете одежды на фоне определенных каких-то там зданий, либо еще чего-то. А на следующей фотографии уже человек в другой одежде, либо на фоне чего-то другого. Ну, то есть рифмуются разные по времени кадры, то есть они сняты абсолютно в разных местах, но у них есть что-то связующее, у них есть что-то между собой, какое-то звено. Поэтому это намного сложнее, если вы чувствуете в себе силы, пробуйте делать такие распасовки. Это как давать друг другу пас. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Вот, собственно, и у нас вот так вот. Назвался фотографом, давай, ты ж фотограф, отдавай фотографии, ретушируй, придумывай. Давайте попробуем поработать над этой фотографией. Мне она очень нравится. И здесь есть одна отличительная такая особенность. Это девушка с веснушками. Возможно, кто-то из вас не знал, как работать с подобными фотографиями. Я сейчас с вами пройдусь по этому портрету от начала до конца. Мы немножечко поработаем с кожей, глазами и, самое главное, с веснушками. В данном случае с такими тоненькими штуками он работает неплохо.
Как бы немного притемненная она должна быть, но не настолько сильно. Самый простой вариант, как убрать немножечко вот эту вот такую насыщенность вот этого локона волос, это пройтись опять же по тому же инструменту пятна. Нужно убрать вот этот вот такой оттенок от загара. Для этого мы заходим в Adjustments. И я, конечно же, сделал пресет под всю эту историю, чтобы упростить жизнь в ретуши. У меня есть пресет веснушки, который помогает решить этот вопрос. Заходим в Action и заходим в веснушки. И вот сразу фотография. Ну, здесь еще не проработаны глаза, но вы уже видели, как это делается. Но вот таким образом работает этот Action. Ребятки, эта девушка на обложке журнала Playboy. Я верю, охотно в это верю, потому что здесь мы только что видели легкий перформанс на улице, прямо здесь. Я думаю, что мы можем даже зафигачить какую-то, сейчас, секундочку, фотосессию в будущем, если, конечно, этот видосик наберет достаточное количество активности. Я блогер-комик, снимаю веселые видео, а фотомодель — это просто моя работа. Да и... Ой, мне нравится уже название. Как алкогольный коктейль с 2 Q. Я даже такого коктейля не знаю. Вы тоже популярный блогер? Да ну куда мне до вашей популярности? Я подписался. Сейчас увидим. Вот, подписался. Сейчас вам еще какое-нибудь сердечко вышлю. Классическая история. Сердца на улицах города. Хорошо, с ником мы определились, мы, по-моему, именами не определились. Меня зовут Валентин. Очень приятно, Валентина, Вероника. Вероника. Пришлите мне что-нибудь, я на вас Я вам сердце прислал. Самое ценное, что вообще есть в этом телефоне. Я понимаю, вы правильно? Да, это я. Подписалась на Валентину. Вот так вот, друзья. Рада знакомству. Да, очень взаимно. Подписываются топовые блогеры на обычных православных парней. Спасибо. Пока. У меня аж прическа на бикрень отвернулась, поднялась по ветру. Девочка записывает видосы, и одно из видосов просто выстрелило, и произошел такой взрыв. И теперь, пожалуйста, на обложках Playboy телерадиоведущая и просто популярный инстаблогер. Поэтому, друзья, дерзайте. Возможно, у вас где-то за углом притаилась удача, а вы просто не используете свои шансы. Вот вам бесплатный кейс на улице. Если бы я чуть, возможно, лучше вышел лицом и более веселые делал видосы, мне так кажется, то я бы тоже выстрелил. Но почему-то этот выстрел еще не пришел. Обидно? Да ладно. Что происходит вообще? Стрит-фотография. Стрит-фо- Съемка. Вы попали, вот ваши уроки попали мне на пользу. Я реально попал на сам попал на свои уроки. Как говорится, что посеешь, что и пожнешь, и пожмешь. С Фримаксом коллаборации ваши видео. Да, было дело. хороший. Может быть, еще запилим что-нибудь с Фримаксом, если он будет не против. Если вы не в курсе, в Киеве существует даже ресторан, посвященный Panasonic. Мы вообще-то типа тут не подкатывать, да, пришли. А что вы делаете? У меня есть ощущение... Я смотрю, у вас серьезная аппаратура. Если вы хоть раз в жизни занимались домашним виноделием, я думаю, вы поймете меня, чему посвящен этот памятник, который стоит за мной. Именно тому самому юному виноделу. Привет Донецку передать. Привет Донецку передают, да. Спасибо, чувак. Ну, я не знаю, попадет или нет, посмотрим. Да, вставь, пожалуйста. It's China or China? E-R... I know a few words in Chinese. Ni hao. And... Сеси. Мой китайский не такой уж и плохой, поэтому я смог сфотографировать туристов из... Это наш стилист, господа. Где бы мы его еще встретили? Друзья, это Юра, это человек, который нас одевал на ретро-круиз. Да, Юра сегодня в тиграх. Юра... Ну ладно, но в перстнях, я думаю, это более... Обратите внимание, как банан подходит под цвет шкуры тигра. Человек с коричневой сумкой, может, вы нам поможете? Я знаю, что это глупо со стороны выглядит, но у нас есть некий сюжетик, который нужно закончить сегодня. Что-что? Да нет, это не интервью. Нам просто нужен человек с коричневой сумкой. Жалко, что у вас не коричневая сумка.
Вы бы нам очень помогли. И помогите нам найти с коричневой сумкой, потому что мы не можем закончить наше кино. А вы, я смотрю, наш человек, тоже и в огонь, и в воду без проблем. Вы не коллектором работаете случайно? Что, снимаешь в натуре? В натуре снимаешь? Ты что? Ты что, попутал? Может, вы нам поможете закончить наш сегодняшний съемочный день? Вы прям хотите мне ее отдать? Ну да. Мне нужен человек, хозяин сумки вместе с сумкой. А мы на сегодня откланяемся и будем сворачивать наши удочки, втягивать свои объективы и чистить матрицу. Будьте проще. Будьте так, как все эти люди, которые принимают участие в наших эпизодах. Те люди, которые не принимают, соответственно, остаются за кадром. Это те люди, которые говорят: не надо, не стоит, меня не снимать, вы мне испортите жизнь, и все в таком ключе. Будьте проще, и вы попадете к нам в историю канала «Вставай и снимай». Чао! Worn to the nub, that's me now.